Кэдбери Швепс. Управление ради прибыльности. Мы мощная компания с мощными традициями. Наши дела идут прекрасно. Но сейчас пришло время остановиться и задать себе вопрос, оправдает ли себя в будущем та стратегия, которой мы придерживаемся сегодня. Посмотрите, в этом мире мы противостоим сильнейшим конкурентам. И хотя мы мастера своего дела, мы можем стать еще лучше, причем в сегодняшних условиях жесткой конкуренции просто необходимо работать над собой, чтобы стать лучше. Если организация, или тем более одиночка добиваются успеха, значит, они постоянно бросают себе вызов, заставляя себя покидать зону комфорта. Управление ради прибыльности – это философия, которая должна быть основой всего нашего бизнеса. Самая главная наша задача – увеличение капиталов наших акционеров. В конце концов, это их вложения, их деньги, и именно они выразили нам доверие, вложив свои капиталы и ресурсы в наше предприятие, отдав ему предпочтение перед всеми остальными. Обыкновенные люди то и дело совершают чудеса. Нам же необходимо совершать чудеса еще чаще, а для этого нам нужны ответственность, агрессивность и способность к адаптации. Управление ради прибыльности – это то, что касается каждого, кто делает наше общее дело. Неважно, кто вы такой, это не просто временный лозунг. Самое лучшее, что можно пожелать каждому, это чувство гордости за растущее, процветающее, успешное предприятие. И именно таким я хочу видеть Кэдбери Швепс. Составные части корпоративной культуры Кэдбери. Ответственность. Знаете, одна из проблем заключается в том, что чем больше становится организация, чем совершеннее образующие ее структуры, уровни и тому подобное, тем меньше люди ощущают такую компанию своей. А самое точное определение ответственности, которое приходит мне в голову, это когда люди, принимая решения, всегда чувствуют, что каждое такое решение они принимают лично для себя. Ответственность – это не только когда вы отвечаете за то, что и так нормально работает. Это умение признать, что все мы делаем ошибки, и взять на себя ответственность, если что-то не ладится. И при таком подходе все будет хорошо. Чего нам не нужно в Кэдбери Швепс, так это поисков виноватых. Если вы работаете на производстве и замечаете, что станок барахлит, и хотя его ремонт не входит в ваши обязанности, вы стремитесь исправить ситуацию и делаете все от вас зависящее, это тоже ответственность. Или вы торговый представитель компании. А день тянется так долго, и идет дождь, и вы устали. Но вы все равно заставляете себя доделать то, что наметили на этот оказавшийся таким неудачным день. Это тоже ответственность. В любой команде, в любом деле, если люди объединяются, происходит чудо. Рождается команда-победитель. Вы видите, как игроки борются за мяч. Он им нужен, этот мяч. Они знают, что, получив его, они смогут что-то сделать, внести свою лепту. В этом смысле мы очень похожи на футбольную команду. Каждый может внести свой вклад в повышение прибыльности. И конечный общий результат создается усилиями каждого из нас. А между тем, за последние 5 лет 40% наших предприятий не выполнили план. Нам в нашей организации нужны люди, ощущающие свою ответственность. Ответственный, достойный доверия, несущий ответственность за свои действия, преданный делу, отвечающий за дело. Агрессивность. Меня спрашивают, почему мы должны быть агрессивными.
Объясняю. Мы конкурируем с одними из самых агрессивных корпораций из всех ныне существующих. Они имеют не меньшие, чем мы, обязательства перед своими акционерами. Они хотят расширять свой бизнес, а это значит, что свою долю рынка им нужно отобрать у других. И что же мы сделаем? Безропотно подчинимся? Или будем бороться? Такова реальность, с которой мы имеем дело. Мы и компания в целом, и каждый ее сотрудник должны проявлять больше агрессивности в достижении наших целей, потому что если мы этого не сделаем, другие отберут у нас все. Однажды в магазине мне рассказали такой случай. Пришел представитель Кэтбери и занял лучшее место в зале. А на следующий день пришел человек из компании «Марс». Так он не ушел из магазина, пока ему не вернули это место. Я тогда спросил себя, а есть ли у нас такой торговый персонал, каждый представитель которого способен вот так оставаться в магазине, пока не отвоюет свое место? Это и есть решимость побеждать. Агрессивность вовсе не означает, что надо быть неприветливым или хамить поставщикам. Агрессивность предполагает умение жестко вести переговоры и иметь четко определенные цели. Знаете, я думаю, что в этом мире больше нет места джентльменам, которых мы все когда-то любили изображать. Мир стал более жестким. Вести бизнес не означает быть джентльменом. Главное в бизнесе — быть победителем, уметь завоевать свою долю рынка, стремиться стать лучшим в своей области. Агрессивный, решительный, энергичный, способный конкурировать, мужественный, напористый, смелый. Способность к адаптации. Это значит гибкость. Это значит способность признать, что те, с кем мы конкурируем, крупнее нас. Но я думаю, что мы можем быть быстрее, способны лучше адаптироваться, можем быть более гибкими. И нам нужно черпать силу в том, что мы не гиганты. Знаете, перемены, пусть они и доставляют порой много хлопот, но это образ жизни. А та скорость, с которой они происходят, требует от нас и от людей, и от предприятий готовности к ним. Все мы должны меняться. Что бы вы ни делали, всегда спрашивайте себя, нет ли способа сделать это еще лучше? И всякий раз мы убеждаемся, что такой способ существует. Вот что такое способность к адаптации. Поиск лучших путей. Мы не всегда будем правы, но это не важно. Главное здесь желание и умение быстро реагировать на изменения ситуации. Готовность к адаптации. Вот что важно. Посмотрите на автогонщиков, как они носятся по лесной трассе. Машина наклонилась. Колеса в одну сторону, корпус в другую. У них машина никогда не бывает в равновесии, чтобы можно было моментально использовать любые преимущества, возникающие на каждом повороте дороги. Многие из вас, вероятно, помнят, когда Coca-Cola выбросила на рынок новую коку, они думали, что предлагают что-то получше старой. Естественно, это стало настоящей маркетинговой катастрофой, потому что люди любили старую коку. Но они не отступили, а предложили совсем новый подход и свою неудачу превратили в огромную удачу, перепозиционировав старую коку в качестве классического варианта Кока-Колы, одновременно сохранив новую коку. В результате всего этого они отвоевали еще большую долю рынка, чем имели. Я вижу в этом пример. Пример ответственности, потому что решение принималось с готовностью к переменам. Агрессивности, потому что они сделали это первыми, и способности к адаптации, потому что они очень быстро признали свою ошибку и приняли меры. Способный к адаптации. Гибкий, новаторский, способный измениться, быстро реагирующий. Кэтбери Швепс. Управление ради прибыльности.